Ну что, начинаем. Всем привет, друзья! Итак, у нас с вами очередное видео. И посмотрите, какие у нас красавцы. Вот такие вот настоящие звери. Наконец-то удалось их поймать. Заняло все это около 2 месяцев, что мы здесь только не делали. И, как вы уже смотрели мои предыдущие видео, кто не смотрел, откройте, как мы ловили. Но все-таки они рвали сети. И сейчас удалось нам их поймать из-за того, что уже холодно. И, как вы все знаете, толстолоб — это такая теплолюбивая рыба. И когда холодно, они уже вялые. И вот мы таких вялых и полусонных взяли. Это не вся рыба. Я сегодня видео разобью на 2 части, потому что очень много в комментариях писали: покажи, как рыбу кормишь. И вот в это вот, можно сказать, вот этих кабанов я откормил, ну, вот это вот около 15 лет. Сейчас покажу, чем кормлю, как кормлю, покажу, что было кроме этой рыбы. Это не вся рыба, было у нас еще. В общем, смотрите видео и все узнаете. И также взвесим, сколько они весят, сколько набрали, прирост. Все это, в общем, будет очень интересно. Так, ну что ж, пока переходим к грязному делу. Вот там вот стоит кормушечка, и сейчас достанем. Интересно посмотреть, как питается рыба еще. Толстолоб у нас, как я уже говорил, теплолюбивый. Толстолоб, карп, все это амур. Они в основном у нас питаются летом, а зимой уже практически уходят в спячку и уже ничего не едят. Но все равно подкармливаю время от времени, и где-то неделю назад засыпал. Сейчас достанем, посмотрим, что же осталось с корма. И в целом сейчас еще пойдем, покажу вам свои закрома, сколько уходит на это все рыбы, на этот корм рыбы. Выгодно ли это все или нет, уже посмотрите сами. И еще хотел вам показать такую обновочку. У нас Новый год на носу. Вот такой вот костюмчик себе приобрел. Костюмчик компании Беркут на флисе. Удобный, легкий, теплый, непроницаемый, водонепроницаемый, воздухонепроницаемый. В общем, ссылочку оставлю в описании. Проходите по ссылке, что там Вайлдберрисы, Озоны, и читайте характеристики. И еще плюс этого костюма именно цена-качество. Потому что для себя смотрел такие суммы за костюмы, что можно Ниву купить и на рыбалку ездить. А это достаточно, можно сказать, такой оптимальный вариант по бюджету, по качеству. И очень, кстати, легкий вот сейчас чувствую. Так, ну что ж, давайте сейчас переоденусь, начинаю грязное дело, посмотрим, что у нас в кормушках. Так, ну что ж, сейчас посмотрим, питаются они или не питаются. Кстати, вот шланг очень удобно, у кого пруды, все знают, на полив. И со скважины поливать плохо, потому что вода холодная, как вы знаете, для растений не очень. А в пруд закинул, и вам удобно. Вода немножко уже начала подниматься. Так, прошла неделя, напомню. Ну, немного, я пол-ведра засыпал. Напоминаю, что летом около 20 килограмм они съедают в день. А сейчас посмотрим, что-то есть, не съела. Ну, корм есть меньше, чем засыпал, но за неделю практически у нас ничего не съето. Все-таки, как я и говорил, у нас карп, амур и толстолоб зимой не питаются. Так что и кормить особо его смысла нет. Ну, также здесь есть карась, плотва. Карась и плотва зимой немножко кушают. Вот для них это все и засыпается. Так, ну что, пойдемте в закрома. Так, сейчас вам покажу, сколько же они кушают и чем именно кормлю. Чем, можно сказать, бюджетно. Лучше всего, конечно, рыбный комбикорм, но рыбный комбикорм дороговато. Сейчас вам покажу. Так, вот у нас, ну, в летнем режиме это, наверное, месячный, возможно, чуть больше запасик именно корма для рыбы. Каждый мешок у нас примерно 40-50 килограмм. Ну и можете посчитать, если вы все-таки думаете рыбным комбикормом, сколько за месяц уходит. Так, что у нас здесь? Ну, здесь у нас, как говорится, все. Мука, здесь у нас разное зерно, какое-то кукуруза, пшеница, рапс. Вот, можно сказать, у нас такой наборчик. Наборчик комбикорм. Либо покупаю его, либо, вот, посмотрите, уже вам показывал. Своя такая мельница. Давайте запустим мельница. Так она у нас работает.
друзья, либо покупаю, либо сам, как говорится, что нашел, то и перемалываю. Почему сейчас для вас еще именно решил это видео отснять? Потому что как раз сейчас этим занимаюсь. Лучше всего у нас, как вы знаете, и дешевле всего стоит как раз сейчас. Осень, была уже уборочная, естественно, сейчас дешево. Потому что если покупать летом, весной, все это сложно. Вот так вот потихоньку экономим и стараемся, чтобы это можно было побюджетнее, да. Ну что ж, давайте, наверное, перейдем к рыбе, поговорим, как она у нас за сколько выросла, как у нас все это было и реально ли вырастить рыбу у себя на участке, особенно вот такую огромную. Скажу вам сразу, очень сложно. Ну что ж, пойдемте. Так, идем на пруд. К сожалению, сам процесс не удалось снять, так как отец у меня с другом ловили. Я уже не поверил, что их можно поймать. Вот только тачками такую рыбу перемещать. И вот такие вот красавцы, посмотрите. Так, друзья, ну вот и переходим к самому интересному. Конечно, немножечко придется мне испачкаться, но еще живые они, неудобно брать. Вот такой вот поросенок. Вот такой вот поросенок. Сейчас посмотрим, какой вес. Если удастся взвесить. Вот такой вот красавец. Вот я вам сразу говорю, ему больше 15 лет. Это как только пруд еще копали. Это первые 7 штук, которые запускал. Я думаю, это около 20 килограмм. Ну, сейчас взвесим. А вот это у нас десяточки. Вот такие вот красавцы. Около 6 лет назад у меня есть все задокументировано. Около 6 лет назад они были 3500. Доставал, мы с вами опять же их ловили. И вот такие вот красавцы. 7 штук было. Я даже уже запустил, забыл, что они были. Покупал карпа, и мне их, как говорится, в довесок кинули 7 штук. Уже не выбрасывать, я их просто запустил. И забыл, где-то лет 7 я вообще не знал, что они у меня есть. И потом при отлове попались. Но они тогда уже были около 6-7 килограмм. Отпустил и опять, как говорится, забыл. А дальше вы уже всю историю знаете. Мы с вами таскали здесь сети. Все, кто не видел, посмотрите в прошлых видео. Я видел большие спины, видел, как рвали. Но когда тепло, как говорится, такую машину не остановить. Рвет любую сеть. А сейчас у нас похолодало. Сейчас у нас около нуля. Кстати, очень много видео у меня еще пишут, да, и в шорцах, кто знает это, почему они такие красные, что их бью или что. Ну, посмотрите, буквально они пойманы 3 часа назад, полежали сейчас около нуля, обветрились, и вот так вот у них, их никто не бил, вот так вот они обветриваются и становятся такие красные. Если кто рыбак и ловил леща, знает тоже, что леща на лед кинул, и он у нас краснеет. Это не весь улов, сразу хочу вам пока еще сейчас вам поставлю ставочку. Были еще замечательные такие караси, красавцы, вес около 1-1,5 килограмма. Опять же уже разобрали, не успел, как видите, я приехать. Сразу позвонили, что поймали, я для вас все это снимаю. Но обязательно вставлю вам ставочку, какие были караси. Тоже красавцы до 1,5 килограмм. Ну, с карасями проблем нет, у них, как говорится, сорная, вот что растет, то растет. А вот с этим еще, кстати, как многие напишут, как ты кормишь толстолоба? Толстолоб питается зоопланктоном. Кстати, многие путают, думают, что он ест траву, камыши. Нет, толстолоб вообще не ест никакую траву, ни камыши. Траву, камыши у нас ест амур. Вот эти все у меня подстригают, куда вода достает. В этом году было воды мало, поэтому эти камыши у нас целые. А сейчас поднимется, и амур закончить дело с этими камышами. Здесь у нас только зоопланктон и фитопланктон. Но опять же тогда, как его можно кормить, если он именно этим планктоном питается? А вот секрет именно в том, в муке. У нас получается мука, мы засыпаем, у нас идет эта пыль, и даже видно, даже видео я смотрел на ютубе, как именно на прикормку на пыль толстолоб подходит. И ловится на технопланктон тоже эта пыль. И даже когда кидаю в кормушку, там начинаются вот эти вот спины, знаете, вот именно когда мукой, именно вот эта муть идет, и он собирает. Только так можно откормить такого большого. Его должно быть мало, буквально 7 штук, не больше. И нужно хорошо его кормить, как свинью. Ну что ж, давайте взвесим, давайте посмотрим, какого же у нас веса вот этот вот большой будет. У нас такое получилось с вами незапланированное предновогоднее видео. Пока все тут подсоединяю, да, не знаю даже, как его поднять. Хочу всех поздравить с наступающим, буквально пару дней до Нового года, не знаю, когда выйдет это видео.
Сомневаюсь, что еще видит видео кроме этого. Так что вас пока поздравляю с наступающим. Не знаю, как поднять. Друзья, поверьте уже мне на слово. Камеру некому поднести. 21 700. 21 700, друзья. Вот такой вот красавец. 15 лет. 15-16 примерно. Но опять же, самое главное условие, если вы хотите таких вырастить, это их должно быть очень мало. То есть, вот как я допустил ошибку, давайте этих поменьше. Так. Ну, как я говорил, 11 900. А этот около 10. Не все поймал, что хотел. Есть еще здесь осетровые, но это еще будем как-то пробовать отлавливать. Вода у нас, пруд наполняется. Так что уже это будет сложновато сделать. Ну что ж, еще кто не подписался, подписываемся. Кто подписан, ждем новое видео, но обязательно будет. Всем пока!